Через 25 лет не будет никакой пенсии. Если человек не создаст себе какой-то резервный фонд, будет очень тяжело жить. Прогнозировать рубль в краткосрочном плане, свечку держать, что ли? Кто может знать, что Путин с Сечиным перчатку бросит арабам? Сделал свой долгосрочный портфель, ляг на дно и замри. Спрогнозировать курс рубля вообще возможно? И если возможно, есть ли у вас какой-то прогноз, что будет с рублем месяца на 3 вперед? Ну как рубль можно... Смотри, пришел Путин с Сечиным, вышли по весне из этого договора, из альянса, значит, с арабами по нефти. И дальше все знают, что было. Резкий обвал нефти, рубля, тут и коронавирус, ну, все в кучу, да. Кто может знать на рынке капиталов, да, что Путин с Сечиным пойдут и перчатку бросят арабам? Ну, кто может знать? Путин и Сечин. Путин и Сечин. Но они же нам не рассказывают, что они собираются это делать. Поэтому, ну как, поэтому прогнозировать рубль в краткосрочном плане, это, ну что, свечку держать, что ли? Ну вот в краткосрочном плане это вот так может быть. В долгосрочном плане курс рубля определен макроэкономическими показателями, например, экономика. Если мир развивается с темпом, например, 3,5% в год, а Россия плюс-минус 0 уже несколько лет, ну, понятно, да, что курс рубля будет снижаться. Если сейчас экономика России растет существенно медленнее, чем мировая экономика, в общем-то, мы должны полагаться на ставку по рублевым инструментам, ну, скажем так, не ниже 8-12% в рублях. Но сейчас у нас 6 в самых лучших вариантах. Именно поэтому, когда ты размещаешь депозит в банке сейчас под 6-7%, ну, знаешь, что это на самом деле ты уже в лучшем случае компенсируешь, ну, так называемые инфляционные процессы или компенсируешь снижение платежной силы вот этой валюты, вот, ну, в ноль уходишь. Ты просто сохраняешь деньги. Вот. Если там 3%, то ты теряешь деньги. Я потому что видел, что в Сбербанке сейчас 2-3% это такие расходные депозиты. Это ты теряешь деньги. Я смотрела выпуск, где вы советовали откладывать 10% дохода. Я это делаю, вняла вашим советом, но теперь у меня есть определенная сумма, которую я хочу сохранить. Моя стратегия всегда была купить валюту и сохранить, ждать какого-то скачка, чтобы, например, потом продать подороже. Верная ли эта стратегия? Применим подход следующий, значит, 25 лет ты будешь откладывать и делать свой так называемый страховой резерв. 25 лет. Для того, чтобы, когда через 25 лет правительство России откажется платить пенсии, для тебя не стало это сюрпризом. Многие сейчас, конечно, думают, как, что это произойдет. Все видят, как с пенсионным фондом поступает наше правительство. То введет накопительную там часть, то отменит ее. Вот. Мой прогноз следующий. Через 25 лет не будет никакой пенсии. Поэтому если человек сейчас не создаст себе, ну, на старость лет какой-то резервный фонд, ну, давайте так назовем, пассивный доход, то будет очень тяжело жить. Поэтому лучше его создавать сейчас. Поэтому ты молодец. Я уже откладываю. Надеюсь, что когда пенсии не будет, у меня будет какой-то резерв. Но те деньги, которые я откладываю, я перевожу в доллары. Правильно ли я это делаю? Или, может быть, есть какая-то более выигрышная стратегия? Некоторые рекомендуют при больших портфелях такую структуру. Треть рублей, треть доллара, треть евро. Это при больших накопительных портфелях. Ну, в общем, я с этим соглашусь. То есть больше 50% это означает, что, например, 66%. То есть 2/3 может быть размещена, значит, в долларах и евро. Общая рекомендация вот такая. Вы сказали, что все говорят, что нужно на трети делить. Также говорят, что доллар – это бумага, которая минимум 2 года должна полежать. Иначе ничего не выиграешь. Как вы к этому относитесь? Действительно, ставки в долларах и евро, они очень небольшие. На депозиты ставки в банках вообще почти там 1-2%. Очень мало. Какие-то рисковые вложения, паи, недвижимость и так далее
3, 4, 5% годовых. Если в долларах и евро тебе предлагает кто-то выше 8%, большая вероятность, что это либо повышенный риск, либо это жулики. Когда 15% в долларах и евро кто-то предлагает, просто беги оттуда. Просто люди, которые предлагают тебе 15-20% в долларах и евро, их же надо где-то заработать. Я тебе так скажу, самые успешные предприниматели зарабатывают в лучшем случае, в хорошем случае 15-20%. Соответственно, если они у кого-то взяли деньги под 15-20% и зарабатывают сами под 15-20%, они в ноль, что ли, работают? Так не бывает, поэтому это обычно жулики. Не попадайся на жуликов, на самом деле удивительно, как такое значительное количество людей, как только имеют свободные деньги и начинают играть вот в это вот инвестирование, да, мониторят, ставки и, конечно, сдают все свои деньги в какой-нибудь очередной МММ, где ставки выше. Это глупость. Поэтому я говорю, на самом деле, если ты начинаешь инвестировать и начинаешь реализовывать какую-то долгосрочную стратегию накопления, обязательно возьми себе, в консультанты, в партнеры, в помощники, да, доверенного человека, который знает, как это делать. Что вообще делать обычному человеку при скачках валют? Притаиться, ждать, действовать как-то, бежать, что-то покупать? Что бы вы посоветовали? Первые 3 кризиса, когда были валютные, эти курсовые, что я делал? Я делал, как толпа вся делала. Курсы взметнулись, пока он еще не на пике, я начинал покупать. Потом оказывалось, что я покупал по самому пику, а потом он идет назад, я пытаюсь продать что-то, все пытаются в этот момент продавать, и поэтому на дне. Первые 3 валютных кризиса я делал так. До тех пор, пока я не встретил наставника, который прошел 7 кризисов. И он, услышав, как я делаю, тут же сказал: Игорь, я также 3 кризиса, которые были, метался как ты, да, а потом, собственно говоря, я принял очень простую и действенную, как потом показалась практика, стратегию. Это стратегия такая называется: ляг на дно и замри. По-русски означает ничего не делай. Сделал свой долгосрочный портфель с периодом на 10, 15, 20 лет, даже 25, да? Разложил в корзины, например, треть, или 50% рубль, 50% валюты, да? Все. Сиди и не рыпайся. Ничего не надо делать. Это как с детской копилкой. Была же у тебя в детстве какая-нибудь хрюшка, монетки туда складываешь. Ты даже не знаешь, сколько там денег. Ты потом через 2 года складывал, да, и потом ее разбиваешь и пересчитываешь, сколько там накопилось. Да? Здесь примерно такая же штука. Просто не смотри туда. Это на самом деле настолько разрушает психику человека, когда он, создав инвестиционный портфель, постоянно смотрит, телефон, сейчас все электронно, он может каждый день, он вскрывает свой и жутко расстраивается, когда пошло вниз. Прям волосы на себе рвет. И тут подмывает начать продавать. А что такое продавать на дне? Это значит фиксировать убыток. Это глупо. Есть ли люди, которые выигрывают на этих скачках? И как они узнают, что будут? Завтра, послезавтра, через год? Есть люди, которые выигрывают на этих скачках. Это профессиональные спекулянты. Они, как правило, имеют либо инсайт, то есть информацию, которая предшествует тому, что случится на бирже. На основании этого они делают ставки. Это как игроки на скачках или игроки где-то. Но одно дело, ты игрок, пришел, ты не знаешь, ты вслепую ставишь, да, на основании общей информации. А если у тебя есть инсайт, то есть это внутренняя информация, в принципе, это против закона. Ты же знаешь, да? Если против закона, но у тебя есть инсайт, и никто об этом больше не знает, то прокатывает, да? Поэтому эти игроки выигрывают очень большие суммы денег. Они делают заранее ставки, и выигрывают, когда биржа обваливается или, наоборот, резкий рост, да?
Это раз. Второе. Те профессиональные, опять-таки, игроки, которые имеют технические средства раньше других обнаруживать рост. Например, роботизированные системы торговли на бирже, те, которые на 0,1 секунду раньше, чем другие биржевые спекулянты видят, что курс акций пошел сюда, да, могут уже успеть за эту 0,1 секунду через роботизированные системы начать делать сделки. Вот. Ну, данная схема, кажется, что все бы могли поставить роботизированные системы, но на самом деле сейчас уже речь идет о сотых долях секунды. Ты представляешь, да? То есть те роботы, чьи могут еще быстрее реагировать, те профессиональные, значит, игроки зарабатывают деньги. Может быть, тебе будет интересно узнать, кто оплачивает всю эту радость этих профессиональных игроков. Конечно же, физические лица, домохозяйки, ну, простые люди, которые не знают всего этого, не владеют инсайдом, не знают всех этих нюансов и так далее. Кому в портфеле инвестиционные напихали каких-то бумаг, которые в один день росли и вдруг обвалились. Верить банкам и банкирам, которые, значит, рекомендуют какие-то бумаги в инвестиционный портфель, это последнее дело. Ну, банкиры, они, в общем-то, видят раньше других людей, что на рынке, там, например, какая-то компания идет к дефолту. Ну, там есть профессиональные аналитики, они читают эти отчеты и так далее. Ну и вот компания идет к дефолту, например, это займет там 9 месяцев. Ну, это может длиться годами, иногда 9 месяцев. Ну, за эти 9 месяцев они пытаются разместить бумаги, которые у них в банке куплены были до этого, в свои клиентские портфели. Ну, рекомендуя своим клиентам эти бумаги. И все. Что, через 9 месяцев дефолт по бумагам. Кто дефолтнулся, кто потерял деньги? Клиенты банка. У меня есть одна компания, которая называется TipRanks. TipRanks. Это компания, которая 35 тысяч аналитиков, которые отбирают бумаги по всему миру. Да? То есть ты можешь подсоединиться, зафолловериться, стать фолловером любого из этих аналитиков, да, и просто копипастить его стратегию, ну, то есть повторять. Если он удачный человек, у него получается зарабатывать на бумагах, ты автоматически становишься удачным. А компания TipRanks что делает? Она, в принципе, сканирует всех людей, кто в мире играется на биржах, и рейтингует их по размеру их доходов. Например, кто-то 80% годовых делает, кто-то 70%. Пожалуйста, ты можешь выбрать, кого зафолловериться, и делать такие же решения, как этот человек делает. И все. Я думаю, это самый лучший вариант, когда человек, не будучи профессиональным игроком, да, не подвергает себя риску того, что какой-то консультант ему нагрузит на уши, и он возьмет себе в портфель какую-то вот ерунду. Вы рассказали, как играют на рынке ценных бумаг, и кто там выигрывает. На рынке валют примерно так же происходит или иначе? Ну, на рынке валют я сразу предупрежу, что так называемые форексы, они везде вот раскручиваются. Играй на валютах, значит, зарабатывай. На самом деле вся эта игра – это где-то гигантский обман. Люди, которые строят форекс, игровые системы, ну, в общем-то, это чистое жульничество. Когда ты в кошелек можешь завести деньги, обменяв их на, как бы, на пополнение своего игрового счета, да, а потом ты вывести оттуда ничего не можешь. А потом вдруг у тебя по игре, в общем-то, все эти деньги сгорают. Ну и, в общем-то, и выводить уже нечего. Вот я рассказал типичную историю форекс-геймера. Вот. Поэтому, грубо говоря, на валютах, на курсах валют я вообще не рекомендую играть, вот в принципе. Дело в том, что если у тебя есть реальные операции на валютах, ну, например, ты закупаешь какие-то товары, например, в евро, ты реально покупаешь евро, ну, только тогда тебе нужны вот эти вот обменные операции. Ну, хорошо, ты подыскиваешь, где купить эти евро там подешевле и так далее, это оправдано. Вот. Если ты просто, значит, играешь на валютных курсах, не будучи профессионалом, ты, скорее всего, потеряешь деньги. Или тебя обманут. Нас подсадили в свое время на это, чтобы мы, как бобики, шли и переводили свои накопления куда? В другие валюты.
и платили за транзакции. Потом по не самому выгодному для нас курсу конвертировали обратно, да, теряли на курсовых разницах, да, и опять же, самое главное, комиссии банку платили. То есть нас, игроки финансового рынка, приучили, как собак Павлова, при зажигании лампочка, заниматься вот этой абсолютно бездумной, бесполезной ерундой. Мы выполняем алгоритм, не природный алгоритм, а тот, на который нас подсадили. Это ужасно.